Enfield Interceptor 650 — это интерпретация компании стандартного родстера эпохи 60-х. Он переносит наследие Royal Enfield в 21 век, сохраняя дизайн и характер старой школы, но при этом перехватчик полностью современный мотоцикл. Он сочетает в себе маневренность, полезную мощность, превосходную эргономику и стиль в непринужденной манере. Солидный внешний вид ретро-классика подкрепляется неплохим качеством деталей и сборки, учитывая невысокую стоимость мотоцикла. Смотря на него, в глаза сразу бросается каплевидный топливный бак, спицевые колеса и, конечно же, шикарная хромированная выхлопная система 2 в 2 с задранными зауженными концами, которая с Евро 5 на удивление звучит так, как будто она действительно из 60-х. В паре с перехватчиком компания Royal Enfield выпустила и спортивную версию этого мотоцикла Continental GT 650 в стиле Cafe Racer, который отличается лишь клипонами вместо высокого и широкого руля, новой формой бака и одноместным сиденьем, заканчивающимся так называемым горбом. И хотя Continental GT 650 по внешнему виду действительно является гоночным кафе-рейсером из 60-х, по эргономике он таковым не является, и это хорошо для повседневной езды. Если внимательно присмотреться, то видно, что так называемые клипоны установлены не на перьях вилки, как это положено, а на специальных стойках. Подножки хоть и сместили немного назад, но они расположены довольно низко. В общем, компания придала GT 650 вид настоящего кафешника, но при этом постаралась и сделать его максимально комфортным. Сухой вес Continental GT составляет 198 кг, в то время как Interceptor немного тяжелее — 202 кг. Баки вмещают по 12,5 литров топлива. Помимо внешнего вида, все остальное у мотоциклов абсолютно одинаковое, включая и двухцилиндровую рядную двойку воздушно-масляного охлаждения объемом 648 кубических сантиметров, которая была специально разработана для этих мотоциклов в новом британском технологическом центре Royal Enfield в сотрудничестве с инженерными и проектными группами в Ченнаи, Индия. Как утверждает производитель, он был подвергнут не только лабораторным и стендовым испытаниям, но и накрутил более полумиллиона настоящих километров, прежде чем пошел в серийное производство. Двигатель имеет кованые поршни и цельный кованый коленвал со вспышками 270 градусов, а также систему впрыска топлива Bosch. Он выдает 47 лошадиных сил максимальной мощности на 7250 оборотов в минуту и 52 ньютон-метра крутящего момента на 5250 оборотов в минуту, причем 80% момента доступно уже на 2000. Тем самым обе версии мотоциклов подпадают под европейскую лицензию А2. Подвеска мотоцикла стандартная и состоит из обычной нерегулируемой 41-мм вилки с ходом колеса 110 мм и двух амортизаторов сзади, которые в свою очередь обеспечивают ход колеса в 89 мм.
За торможение отвечает система Baybree, которая состоит из одного 320 мм диска с плавающим двухпоршневым суппортом и одного 240 мм диска с однопоршневым суппортом сзади. ABS, естественно, в базе. Учитывая мощность мотоцикла, тормозов вполне хватает. 18-дюймовые колеса обуты в штатные шины Pirelli Phantom Sports Comp. Что касается электронных помощников водителя, то их здесь попросту нет. Это же настоящая классика.